Всем привет! Вы на канале Русский в ЮАР. Довольно часто в последнее время появился еще один вопрос в комментариях, почему мы выбрали ЮАР, а, например, не США или не Европу. И именно об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Пока мы будем рассуждать на эту тему, мы в наш выходной день, а именно воскресенье, приехали на ферму, которая называется Durbanville Hills. Правда, самой винной дегустации осталось всего лишь час, но я думаю, это более чем достаточно, чтобы попробовать несколько бокалов вина и рассказать вам, почему ЮАР, с нашей точки зрения, лучше, чем США, и почему получить гражданство или Permanent Residence Permit, то есть вид на жительство в ЮАР, лучше и выгоднее, чем получать то же самое, например, в США. Check in before taking a seat. Ну пойдем чекинимся. Nice. Да-да-да. О, слушай. Знаешь, с одной стороны там лучше, с другой стороны там дети. Это мы сейчас думаем, какой столик выбрать. Потому что у нас есть вариант подальше от травы, но мы с собакой. Или рядом с травой, но тут дети. Боришка. Ну привет! Ух ты! Стоять! Стой! Стой! Куда ж ты полетела, ракета? Стой! Сидеть! Собственно, раскрывая тему и отвечая на вопрос, почему мы считаем, что гражданство в ЮАР получать выгоднее, чем, допустим, в США. Выгоднее и удобнее с нескольких точек зрения. Первая причина. В ЮАР нет жесткой обязанности проживать именно в ЮАР. С условиями получения ПМЖ ЮАР не обязывает постоянно находиться в стране. То есть там указывается период, это раз в 2 или раз в 3 года. Раньше было раз в 3 года, сейчас по новым правилам раз в 2 года ты должен появиться в стране. Ты должен появиться в стране хотя бы на несколько дней раз в 2 года. Еще одно важное условие – это не нужно быть налоговым резидентом. В США, напротив же, с получением грин-карт автоматически возникает статус налогового резидента, и проживать в стране ты должен не менее 183 дней в году. В принципе, у грин-карт в США предполагает обязанность ее владельца проживать на территории США. Если сравнивать получение ПМЖ или гражданства, или получение ПМЖ грин-карты в США и ЮАР из США, по получению грин-карт ты сразу же должен ехать и жить, начинать жить в США. В ЮАР такой необходимости нет. То есть по получению ПМЖ в ЮАР у тебя есть как раз эти 2-3 года для того, чтобы сделать свой первый въезд. Ты можешь там побыть, опять же, эти несколько дней и выехать обратно туда, откуда ты приехал. Вторая причина, почему проживание или получение ПМЖ в ЮАР лучше, чем в США. Твои доходы за границей, то есть я имею в виду за пределами ЮАР, ЮАР совершенно не беспокоит. То есть ты можешь, допустим, будучи налоговым резидентом в ЮАР или не проживая на постоянном месте жительства в ЮАР, а как бы просто имея статус резидента, ты должен декларировать свои доходы только, которые ты получаешь на территории ЮАР. В США ситуация более жесткая и совершенно обратная. Абсолютно все доходы, которые ты получаешь за пределами США, само собой, получая доходы в США, ты декларируешь свои доходы в США, но что-то получая, допустим, в России или откуда вы, в принципе, приехали, получая доходы там, их также нужно декларировать на территории США. ЮАР же в этом плане страна более лояльная, и их абсолютно не беспокоят ваши доходы за пределами страны ЮАР.
Собственно, третья причина, которую хотел бы вам рассказать, это то, что США при получении гражданства вас обязывают подписать так называемый договор лояльности или присяга на верность. То есть я даже не знаю, как это правильно трактовать. Суть в том, что в принципе вы подписываетесь, все ваши дальнейшие действия и шаги и прочее будут в интересах Соединенных Штатов. И если вдруг вы что-то там сделаете, ну, грубо говоря, там шаг влево, шаг вправо, не так, как им этого хочется или как им это нравится, то, в принципе, это тоже грозит тем, что у вас отбирают грин-карту, высылают обратно, без возможности даже получить туристическую визу. Четвертая причина, почему получение гражданства или ПМЖ в ЮАР выгоднее, чем получение того же самого в США, это доходы. Доходы, кредиты и, в принципе, денежные потоки. Многие говорят, что в США можно заработать гораздо больше денег, чем, допустим, в остальных странах, тем более в России или даже в ЮАР и так далее. И, возможно, отчасти они правы. Только нюанс заключается в том, что в США очень большие налоги. Но даже помимо налогов, это не самая важная деталь. Основное, то, что хотел бы вам сказать, то, что когда вы берете кредит в России, обычно его одобряют, если сумма кредита составляет не больше 30% от вашего официально подтвержденного дохода. В ЮАР схема примерно та же самая, только это составляет до 40% от вашего дохода. В США такой планки нет, потому что США в принципе не заинтересованы в поддержке населения. США заинтересованы в динамическом состоянии рынка. То есть, чем чаще у людей из-за неуплаты отбирают имущество, тем чаще они могут это перепродавать кому-то, тем чаще они могут выдавать новые кредиты на то, чтобы купить это отобранное имущество и так далее. То есть, вы понимаете, к чему я клоню. Поэтому, рассматривая все эти нюансы, которые я рассказал сегодня, выбор места постоянного проживания и подачи документов упал именно на ЮАР. Я очень надеюсь, что сегодняшний выпуск вам был полезен. Вы подчеркнули много новой информации. Если остаются какие-то вопросы, обязательно спрашивайте это в комментариях. Обязательно пишите в комментариях, что бы еще хотели бы узнать по поводу жизни и постоянного проживания в Южной Африке. Если вы досмотрели этот ролик до конца, как обычно по традиции, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем удачи! А теперь бонус к видео, потому что было много тоже комментариев по поводу того, что не нужно снимать себя, а нужно снимать красивые виды. Мы напросились специально на балкон этой замечательной фермы, откуда видно панорама всего города, и Table Mountain, и пляж, и все остальное. И, кстати, в этот момент мы тоже поймаем еще закат, именно в момент, когда мы будем туда подниматься. Все увидите. Короче, прямо сейчас выходим на балкон и покажем вам этот очень крутой вид. Table Mountain. А, кстати, выпуск о Table Mountain вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочку я оставлю в правом верхнем углу. Мы можем пойти на хайк на Table Mountain. Представляешь, какой контент? Люди такие, ничего себе, он не только по ресторанам ездит, еще и на хайк ходит.